Саяны – удивительная горная страна, богатый мир первозданной природы, раскинувшийся на тысячи километров в самом сердце Сибири. Образованные сотни миллионов лет назад, их глубокое изучение началось только в прошлом столетии. Одержимые исследованием новых территорий, сюда потянулись геологи, картографы, геодезисты и путешественники. Именно им довелось совершать первое прохождение безлюдной тайги и разведывать удаленные горные районы Саян, в которых скрыты уникальные природные богатства. Легендарные реки и озера, горные хребты и суровые пики в едином ансамбле создают неповторимый мир, который никого не оставит равнодушным. Моя первая встреча с Саянами произошла на хребте Ергаки, который занял особое место в моем сердце. Тогда мне захотелось идти дальше и открывать для себя эти горы. Собрав команду единомышленников, мы пошли к истокам могучего Енисея, в долину спящих вулканов, прошли сквозь бурлящие потоки саянских рек и через перевалы к небесным пикам. Но остался один труднодоступный и дикий район, не пройденный нами, с загадочным названием Тафалария. До Тафаларии мы добирались не один день. Последние 200 километров преодолевали на грузовике высокой проходимости, по таежным дорогам и руслам рек. Так где же находится Тафалария? Этот район расположен в центральной части Восточного Саяна, на юго-западе Иркутской области. Все маршруты в Тафаларию начинаются от районного центра Нижнеудинска. Оттуда нам предстояло преодолеть 250 километров сложной дороги. Двигаясь в основном по руслу Бирюсы, мы постепенно удалялись от цивилизации в глубину первозданной природы Саянских гор. После прохождения очередного перевала наш водитель Андрей объявил, что мы въехали на Тафаларскую землю. Свое название регион получил благодаря местной народности, заселявшей эти земли с древних времен. Тафалары или тофы – малочисленный коренной народ России, находящийся на грани исчезновения. Сегодня насчитывается всего несколько сотен человек, которые проживают в 3 таежных поселках – Алыкджер, Нерха и Верхняя Гутара. Чистокровных тофов уже практически не осталось. Интеграция региона в общественную жизнь Советского Союза привела к смешению с русским населением. До 1950 года Тафалария имела отдельный административный статус, но потом была включена в состав Нижнеудинского района Иркутской области, а территория между рекой Удой и Бирюсой в Саянских горах сохранила свое привычное название. Во время очередной остановки обнаружили, что на грузовике спускает заднее колесо. До ближайшего шиномонтажа километров 150, поэтому пришлось проводить замену в походных условиях, посреди тайги. Последние пару часов ехали через отвалы отработанной породы золотоносных приисков в верховьях Большой Бирюсы. Горы мелких камней и каменной крошки занимают десятки квадратных километров вдоль русла реки. Попав сюда, забываешь, что находишься посреди глухой тайги вдалеке от цивилизации. Складывается ощущение, что оказался в центре грандиозной дорожной стройки. Спустя 14 часов мы приехали в конечную точку – поляну на ручье Катышной, откуда должна была начаться пешая часть маршрута. Получилось, что наша средняя скорость составила менее 20 км в час. И, как сказал Андрей, это еще быстро доехали, ведь пройденный нами путь мог быть намного сложнее, если бы уровень воды в Бирюсе был выше. В дождливое лето все броды и часть пути на ручей Катышной становятся в принципе непроходимыми, даже для такой серьезной техники. Поэтому Андрей долго не стал с нами засиживаться и отправился в обратный путь, чтобы успеть пройти сегодня основные броды. Погода в горах переменчивая, а горные реки моментально вспухают при осадках.
Мы же стали устанавливать лагерь и готовиться к пешему этапу экспедиции. На следующий день начиналась пешая часть маршрута. Накануне вечером на поляну пришли проводники. Каюры из села Верхняя Гутара. Они шли к нам 7 часов с караваном из 6 лошадей, которые повезут наш груз. Все утро занимались переупаковкой и распределением вещей. Наши проводники Геннадий и Артур формировали грузовые единицы таким образом, чтобы равномерно распределить вес по лошадям. Сразу встал вопрос о рамах катамаранов. Нас предупредили, что, скорее всего, их погрузить не получится и придется тащить рамы самим. Такая новость совсем не обрадовала, но мы не стали спорить, вспоминая прошлогодний опыт в Бурятии, когда с рамами было много проблем по дороге. Они постоянно сползали и доставляли дискомфорт лошадям. Приходилось постоянно останавливаться и поправлять их. Процесс погрузки готовых баулов не вызвал никаких проблем. Сразу видно, мужики опытные, грамотно распределили груз по лошадям и надежно привязали. По их словам, сегодня поток туристов в эти места стал намного меньше. Раньше на этой поляне собиралось по несколько групп для дальнейшей заброски на разные маршруты в этом районе. А в этом сезоне вообще мы единственные. Дураков залезать в такие дебри сейчас мало. В этом и ценность подобных маршрутов. Можно в полной мере соприкоснуться с дикой природой. Безусловно, их прохождение сопряжено с повышенным риском, требует высокой подготовки групп и готовность участников преодолевать трудности. Для нас эта экспедиция должна была стать серьезной проверкой накопленного опыта, не только каждого по отдельности, но и всех вместе взятых, как единого коллектива. Во время подготовки вопросов по участникам не возникало. Состав остался прежним. Это проверенные люди, команда, с которой мы многое прошли, и теперь нам предстояло посетить один из самых отдаленных и малопосещаемых районов Саян – верховье реки Уды, по которой нам предстояло выходить из Тафаларской тайги в цивилизацию, преодолевая водные преграды высших категорий сложности. Началась пешая часть нашего путешествия. Мы вышли от ручья Катышный в сторону реки Мурхой. Сейчас скоро будет первый брод. Загрузили лошадей. Вещей, конечно, много. Еще вся провизия. Достаточно тяжелый груз получился. И кони не смогли каюры завязать на коней наши рамы катамаранов. Поэтому пришлось их тащить вручную. В этом году идем раздельно с лошадьми, потому что они идут тропой вдоль реки, и там, как они сказали, очень много бродов. А мы же пойдем тропой через холмы, через сопки. Они нам объяснили дорогу, поэтому нужно быть предельно внимательными, чтобы, не дай бог, куда-нибудь не забрести не туда. Нас разогрел. Да, перенос тяги сзади наперед. У вас жестко с блокированным дифференциалом. Преодолеваем Мурхойский перевал. Здесь еще идет подъем по Зимнику старому. То есть такая таежная дорога. Вот, сейчас уже приближаемся к его вершине. И потом начнем спуск к реке. В прошлый раз лошадки несли, а теперь сами. А, Иван! И-го-го! Спускаемся с перевала. Спуск очень скользкий, потому что идет дождь. Ребята очень аккуратно идут. Конечно, с рамами все это усложняется.
Первый брод в нашем походе. Переходим Мурхой. Здесь река довольно широкая, но воды мало, поэтому никаких проблем перейти его нет. Воды в Мурхое очень мало. Я уже начинаю переживать, что такая же ситуация ждет нас в верховье Худы. Чего нам, конечно, очень не хотелось бы, иначе мы будем мучиться там. Но сегодня идет дождь, и по всей видимости это не какой-то локальный дождь, а облажной циклон. Будем надеяться, что пока за эти 3 дня мы туда добираемся, все-таки пройдут в горах дожди и вода поднимется. Иначе нам не просто придется таскать суда наши, но и повышается шанс повредить судно еще до того, как мы выйдем на сложные пороги. Река Мурхой, по долине которой нам предстояло подниматься вверх, сама по себе сплавная. Это невероятно живописная горная речка, образец природной чистоты Саянских гор. Она впадает в реку Гутару, недалеко от тафаларского поселка Верхняя Гутара, откуда пришли наши проводники. Виктор Теплоухов был участником сплава по Мурхою пензенской команды в 2017 году. Для него это уже 2-й визит в Тафаларию. Только теперь мы идем в глубину района, недоступную неподготовленному человеку. Накрапывает мелкий дождь, поэтому обед у нас был в избушке. А сейчас продолжаем движение вдоль реки Мурхой. Тропа достаточно сносная. Итак, мы дошли до точки, в которой нам проводники сказали поворачивать в сторону от реки Мурхой, потому что основная тропа идет вдоль русла и постоянно прыгает с одного берега на другой. То есть это значит много бродов, что для нас нежелательно. А другая тропа, на которую они нам сказали выйти, идет просто по верху. Поэтому мы сейчас поднимаемся на близлежащие горки и пойдем верхней тропой. Дождь расходится, сыро все, мокро. Вот. Ну и время уже как бы 4 часа 5. Как настрой, мужики? Настрой хороший. Рамбу кому передать. Было бы вообще хорошо идти. Но без рамы был бы настрой куда лучше. Идем по верхней тропе вдоль Мурхоя. Отсюда просматривается вся долина реки с высоты. Но тропа, конечно, старая, заросшая, постоянно теряется. Я бегаю на разведку. И вот сейчас в очередной раз опять бегал, искал, куда она там уходит. В общем, нашел. Дождь расходится. Вернее, он не расходится, он идет просто. Почти без остановки. И пока непонятно, сколько нам еще до каюров, до стоянки. Вот, но нам деваться-то некуда, поэтому идем, продолжаем двигаться. Время уже 7 час.
Вечером мы пришли на стоянку уже после 7 часов. У Гены с Артуром был готов кипяток для нас. Сразу попили чай внутри старой охотничьей избушки. Прогоревшая местами печка дымила, но прогревала помещение. К концу дня все уже промокли и устали, поэтому кружка горячего напитка немного привела команду в чувство. Каюры ночевали внутри, а мы поставили палатки. Всю ночь шел дождь, а утром, как только немного растащило облака, мы увидели поседевшие вершины хребта. Наверху за ночь выпал снег. Во второй день сборы уже шли быстрее. Груз был распределен по баулам, поэтому требовалось только привязать их к лошадям. Но возникла одна проблема. У Виктора Аркадьевича неожиданно разболелись колени под конец первого дня. И утром ему не стало лучше. Пришлось посадить его на лошадь. И за это особая благодарность нашим проводникам, что смогли найти такую возможность. Загрузив караван, мы продолжили путь. Сегодня длинный ходовой день, где-то порядка 20 километров надо пройти и выйти под перевал из долины реки Большого Мурхоя уже в долину реки Хатыги, по которой мы спустимся к верховью Уды. Сделали остановку на обед. И после обеда я поменял Сашу Смирнова, чтобы он немножко отдохнул сегодня. В общем, тоже встал в рамочную связку. Вот, идем, продолжаем подниматься вдоль русла Мурхоя. Тропа постоянно теряется, приходится делать постоянные остановки, разведывать тропу. Вышли сейчас на след наших лошадей. Вроде бы мы на верном пути. Еще где-то часа 2 нам сегодня предстоит топать. Но благо дело, погода вроде как наладилась. Поэтому идем потихоньку. — 22:49. Мы ложимся спать. Сегодня был длинный день. Все очень устали, но все-таки вышли на заданную точку под перевал. Поужинали и сейчас ложимся отдыхать. Есть некоторые проблемки со здоровьем у некоторых членов команды, но будем надеяться, что все наладится и к началу сплава все придут в норму.
Очередная ночь выдалась очень холодной. Стояли на высоте порядка 1800 метров. Не могу сказать, какая была температура, но явно на несколько градусов ниже нуля, судя по замерзшему чаю в котелке, иней на траве и палатках. Гена и Артур вообще спали под таежным навесом и вроде даже не замерзли. Мотивировать команду вылазить из нагретых спальников можно было только треском разведенного костра и подоспевшим кипятком. Лагерь неспешно оживал в лучах восходящего солнца. День обещал быть погожим. Всем доброе. Добрейшее. Как, Вадим, не холодно тебе было? Сегодня? Да. Глаза никак не откроют. Лучше, Лучше? но холодно. Как там, Аркадьич? Вот, сегодня задача у нас выйти на реку Уду, на наш стапель в конечную точку. Порядка 20 километров нам предстоит пройти, перевалить через перевал. Спустя пару часов хода после ночевки мы вышли на перевал высотой около 2000 метров. Подъем не доставил никаких трудностей. После лазания по таежным дебрям здесь можно было хотя бы идти нормально по открытой местности. Сегодня шикарнейшая погода. Солнце светит, но при этом не жарко. Вот, очень хорошо идется. И сейчас уже скоро будет спуск. Преодолев перевал, мы начали спуск в широкую просторную долину притока Хатаги. Скоро нам предстояло переходить брод, где мы планировали остановиться на перекус. Как вдруг вдалеке, около реки, мы увидели наших проводников и разгруженных лошадей. По плану они должны были идти до конечной точки и ставить лагерь. Ни одна из наших догадок о причинах внеплановой остановки не подтвердилась. Когда мы подошли ближе, то увидели шкуру зверя и разложенные вокруг на камнях разделанные части животного. Каюры добыли изюбря, самца дикого оленя. Нас сразу пригласили за импровизированный стол и угостили настоящим тафаларским деликатесом. А хлеб у вас вкусный. Саш, Домашний? что, как вкусовые ощущения? Отлично. Бесподобно. Что это? Расскажи нам. Это ни на что не похоже, потому что я ни разу еще в жизни такое не пробовал. Трудно объяснить. Ну, вкус сладковатый, приятный, нежный. А что это? Что это? Это печень изюбря. Подкрепившись печенью изюбря, мы вскоре спустились в долину реки Хатаги. Можно сказать, вышли на финишную прямую пешей части. Оставалось не более 2 ходовых часов. Мы благополучно вышли в долину реки Хатага, пересекли ее, прошли брод и немножко поднялись на высокий берег. И сейчас уже, по сути, выходим в долину реки Уда. Вскоре тропа вывела нас на край каньона Хатаги. Перед нами, как на ладони, лежал Удинский хребет.
Оставались последние километры до слияния двух рек. Минут через 40 мы вышли на стрелку. Лагерь уже стоял, а на костре томился котел с мясным шулюмом. Гена и Артур выделили нам целое бедро добытого зверя. Все наши попытки отказаться от такого щедрого угощения не увенчались успехом, поэтому впереди нас ожидала мясная диета. На ужин с удовольствием наелись вареной оленины и весь вечер жарили шашлычок на палочках. Лучшего завершения пешего этапа сложно придумать. До мяса еще не дошел. Вы сами инвалид. Мы, да, все, группа инвалидов. На следующий день у нас была запланирована дневка. Нам предстояло собрать катамараны и подготовиться к сплаву. В лагере кипела работа, а в котлах кипело очередное гастрономическое чудо в исполнении Ивана. Пока одни члены команды готовили суда, Иван взял на себя миссию по переработке мяса. Решили самую мякоть посолить, а остальное оставить на варку. К обеду катамараны были готовы. Как раз и шулюм подоспел. С таким количеством мяса блюдо не могло не оправдать наших ожиданий. Суп получился наваристый и ароматный. Но справедливости ради надо сказать, что изюбрь, несмотря на несколько часов варки, все равно был жестковатый. После обеда у нас был запланирован сеанс связи. Привет, Мамлина. В эту экспедицию мы взяли спутниковый телефон, благодаря которому могли созваниваться с домом и делать контрольные звонки в МЧС, так как регистрировались перед выходом на маршрут в службе спасения. Все живы, все целы. Сегодня отдыхали целый день практически. Собирали каты, отдыхали. Когда все основные хозяйственные дела были сделаны, решили втроем прогуляться до водопада на реке Хатаге. Он находится примерно в получасе ходьбы от устья. Настоящая жемчужина Тафаларии. Водопад состоит из 3 каскадов общей высотой более 20 метров, с которых вода обрушивается на дно высокого каньона, где и продолжает свой стремительный бег навстречу с Удой. Очередная ночь снова выдалась холодной. С 20 с лишним градусов днем температура упала до минуса ночью, и это в конце июля месяца. Сегодня нам предстояло начать вводную часть маршрута. Процесс сбора в первый день выхода на воду долгий. Укладка и вязка груза всегда занимает много времени. Наш сплав начинался в самых верховьях Уды, на высоте 1600 метров. Мы, конечно, были готовы к низкому уровню воды на начальном этапе, но ситуация оказалась намного хуже. Из-за отсутствия осадков река совсем обмелела и лишь слегка прикрывала донные камни. Мои опасения оправдались на все 100%. Воды в Мурхое очень мало. Я уже начинаю переживать, что такая же ситуация ждет нас в верховьях Уды. С первых минут сплава стало понятно, что у нас будут проблемы. Кое-где мы еще могли плыть, но в основном скребли по камням баллонами. Каждый раз, садясь катамараном на камень, это потенциальная возможность повреждения защитной оболочки. А мы только и делали, что собирали все камни. Особенно на груженной четверке. Было совсем тяжко.
Первый сплавной день сегодня. Встали на воду, и произошло то, чего я очень сильно боялся. Воды в реке очень мало здесь, в верховьях. И поначалу мы еще как-то плыли, а потом уткнулись в такую просто сад камней непроходимый. И пришлось вещи обносить. И сейчас будем проводить катамараны пустые. Это, конечно, очень неожиданная ситуация. И она у нас сейчас отнимает очень много сил. За очередным поворотом река разлилась по каменному полю, таким образом, что даже не было возможности определить основную струю. Река превратилась в сотни небольших ручейков, текущих среди камней, по которым не то что плыть, а даже провести катамаран было невозможно. Вещи обносили примерно на километр ниже по течению. Катамараны обнесли метров на 500 и попытались плыть. На обнос мелководного участка в 1 километр мы потратили в общей сложности 2 часа. Чтобы вы понимали, на этом катамаране по чистой воде с нормальным течением можно легко пройти за это же время все 15 километров. Но на наше счастье такого критического мелководья больше не попадалось. Воды в реке было крайне мало, приходилось искать чистые струи и лавировать между камнями, но, по крайней мере, не тащить суда и груз по берегу. Так. Все, хорошо. Левым берегом давай. Да, не вижу, что где там, где какие камни. Не знаю, по факту разберемся. Давай вот это по центру, вот этот камень. При этом возникала реальная опасность пробить судно. На более-менее чистых участках быстротока скорость сильно возрастала, но всегда открытый участок заканчивался нагромождением камней, образующих шиверу. В эти моменты мы налетали со всего разгона на булыжники, если не вписывались в нужную траекторию или не проходили по габаритам. Каждое такое столкновение вызывало тревогу. Приходилось только надеяться на прочностный запас защитной оболочки катамаранов. На второй день сплав пошел веселее. Уда приняла несколько притоков, и воды в основном русле прибавилось. Такой прозрачности и малахитового цвета реки мы еще не видели. Даже на самых глубоких участках можно было детально рассмотреть дно и плавающих словно в аквариуме рыб. Такое возможно только при длительном отсутствии осадков. Уда в верховьях течет через долину вдоль Удинского хребта. Течение довольно бодрое. Встречаются пороги не выше 3-й категории, но в основном шиверы и перекаты. Никакой технической сложности эти препятствия не представляют, но позволяют экипажам привыкнуть к судам и сработаться перед сложными порогами.
Сегодня прошли приличное расстояние, преодолели первые пороги, хотя, конечно, воды в реке очень мало, и она падает буквально на глазах. Стоит жаркая погода, обгорели немножко сегодня. Вот. Завтра входим в верхний каньон реки Уда, и там начнутся уже сложные пороги 4 и 5 категории сложности. Сейчас сложно сказать, какие они будут по этой воде, насколько они будут проходимы, непроходимы. Вот завтра как раз и посмотрим. На очередную ночевку встали около охотничьего зимовья. В таких местах всегда есть минимальная походная инфраструктура, которой приятно воспользоваться. Подобные таежные домики довольно частое явление в тайге. Охотники строят их и приезжают сюда на промысел, в основном в зимнее время. Данная избушка была интересна тем, что ее крыша и стены веранды были выполнены из древесной коры. Очень оригинальное решение, которое редко можно встретить. Утром снова была солнечная погода. День обещал быть жарким. По прибрежным скалам было видно, что уровень реки еще снизился. Вода падала без привлечения на глазах. И это неудивительно, ведь осадков не было уже несколько дней, а погода стояла жаркая, что очень не характерно для Саян. Обычно осадки идут здесь практически ежедневно, иногда местами и кратковременно, но идут. А видеть над собой чистое небо без единого облачка на протяжении нескольких дней было непривычно. Но ждать погоды у реки нам некогда, поэтому, приняв ситуацию, идем по запланированному маршруту. В обед мы вошли в верхний каньон Уды и встали на впадение реки Хангарок для осмотра Хангарокского порога. Это первое по-настоящему сложное препятствие 5 категории сложности. По нашей воде порог представлял нагромождение крупных камней с узкими проходами между ними. В основной струе на сливах открылись острые камни, которые могли порезать катамараны. Практически сразу стало понятно, что везде у нас габаритные непроходы, даже для двойки. Рассматривая разные варианты прохождения препятствия, в данной ситуации нам ничего не оставалось, кроме как совершить обнос первой ступени. Это было неприятное и вынужденное решение. По нормальной воде проход этого участка занял бы минуту, а в нашей реальности — час. Нам еще повезло, что правый берег был более-менее пригоден для обноса. Там, где в большую воду вовсю бушует поток, шлифуя огромные булыжники, мы смогли пронести суда и груз. Теперь возникал вопрос по следующим порогам. Впереди нас ожидало порядка 2 десятков сложных препятствий в достаточно плотной последовательности. А что, если их все придется также обносить? В таком случае мы полностью выбьемся из графика и вымотаемся физически. Да и вообще в каньоне далеко не каждый порог можно обнести. Как будем выходить из этой ситуации? Ответы на все эти вопросы можно было получить, только продолжая движение вперед. На 2 и 3 ступени Хангарокского ситуация была получше. Приняли решение аккуратно продолжать сплав, осматривая каждое препятствие, вызывающее сомнения. Наибольшую опасность представляли открывшиеся камни в русле, для обхода которых необходимо было планировать траекторию движения и четко следовать ей. Проходы даже простых преград без осмотра могли привести к серьезным неприятностям. Так мы дошли до Байгырского порога, тоже 5 категории. Русло реки разделяет огромный булыжник, в который ударяется поток и разделяется на 2 слива. Более прямой справа и S-образный слева. По нашей воде проход был возможен только через левый, более сложный слив. Разворачивай! Разворачивай! Вперед! Вперед! Все, разгоняйся! Разгоняйся! Работай вперед! Работай вперед! Оба!
Давайте голову встанем на удар. Голова, слева. Ладно, справа, давай. Подошел к концу третий сплавной день. Не дошли сегодня километра 3-4 до главного, одного из самых известных порогов Уды, Ханская щель. Воды очень мало. Пришлось обносить Хангарокский порог, что отняло очень много времени. Из-за этого, соответственно, и не прошли намеченное расстояние. Все пороги смотрим внимательно. Смотреть их нужно, потому что без воды вероятность пробить судно на острых камнях в таком бурном потоке, она повышается в разы. Поэтому такого приключения нам не нужно. Идем аккуратно. А завтра будем смотреть самые сложные пороги. И что они нам готовят, пока, конечно, непонятно. Утром следующего дня наконец-то пошел дождь. Безусловно, ситуацию на реке это не изменило в одночасье, но появилась надежда, что уровень прекратит снижаться. С утра нам предстояло пройти несколько относительно несложных порожков. Придерживались вчерашней тактики, осмотрели, прошли. Русло реки заметно сузилось, за счет этого можно было определить направление основного потока и идти по нему, маневрируя между камнями. Вот отлично! Супер, молодцы! Так, а дальше я не знаю, что это. Вот этот обливник, главное, не сбить. Равняй! Вперед! Зацеп! Оп! Опа! И правее! Вперед! И вот, наконец-то, мы подошли к знаменитой Ханской щели, порогу 5-й категории сложности, расположенному на впадении правого притока реки Хан. Это достаточно сложное препятствие, поэтому идем смотреть всей командой. Порог мощный, но по нашей воде не критичный. Основная струя и главный центральный слив хорошо просматриваются. Главное — выполнить правильный заход. Порог получил свое название не случайно. Река на этом участке начинает стремительное падение и, разогнавшись, пенный поток ныряет в узкий глубокий скальный каньон, прозванный щелью. Здесь же справа мощным потоком выливается река Хан. Так и появилось название — Ханская щель. Место это уникальное, однозначно самый красивый порог, который мне довелось проходить. Еще одна неповторимая жемчужина — Тафаларии и Саян. Идем левее! Левее, вон на тот центральный камень. Сама водная преграда смотрелась сурово, но никаких сомнений по прохождению не вызывала. Главное — не застрять на заходной шивере. По нашему уровню воды нужно было точно пройти по саду камней и уйти в основной слив. Ошибка в начале могла повлечь нежелательные последствия. Тихонечко. Ваня. Зацеп. Вот так. И под правый берег. Все вместе под правый берег. Все работаем. Все, справляй. Ваня, зацеп. Справляй. Вот так. Все. Так, прижимо уходим. Все работаем вперед. Вот так. Ханская щель пройдена. Отличный порожек рабочий. Сразу за Ханской щелью, через 200 метров на выходе из каньона, расположен порог Макбет. Тоже классифицируется 5-й категорией. Русло перекрывают 4 слива разной сложности. На мой взгляд, по нашей воде на пятерку он не тянул. Линия движения очевидная, проходит вдоль левого берега с минимальным изменением траектории.
После порога Макбет мы преодолели еще несколько препятствий, на которых закрепили командные навыки управления катамараном в бурном потоке. Работаем вот так. Зацеп, зацеп, один, зацеп, вот так, все. Отлично. Оп. Налево. Налево. Оп. Все. Нормально. В обед встали под порог Сита. К этому моменту прекратился дождь, и мы решили сделать перекус параллельно с осмотром препятствия. Вход в него полностью завален камнями. Чистой струи нет. Пришлось провести катамараны правым берегом через каменную россыпь на входе. Это последний сложный порог Верхнего каньона. Через несколько километров начинается Нижний каньон Уды. Подошел к концу 4-й день сплава. Вышли сегодня под Нижний каньон реки Уда. Здесь расположены самые сложные препятствия на реке, пороги 6-й категории сложности. Однозначно их, если даже пойдем, то без груза. Поэтому сейчас переносим все наши вещи ниже по течению. Бегло пока смотрели первую ступень порога водопадный. Порог очень серьезный, очень опасный. Сегодня будем принимать решение, идти его или нет. Нижний каньон Уды является самым сложным участком маршрута. На отрезке порядка 5 километров сконцентрировано 11 порогов 5-й и 6-й категории сложности, которые следуют друг за другом. Самым опасным является 4-ступенчатый порог водопадный, определяющий начало каньона. Река здесь прорывается через разбросанные в русле валуны, после чего обрушивается пенным потоком в узкий скальный коридор. Так образуется первая ступень, за которой следует еще 3 мощных водопадных слива, расположенных в узком каньоне. Ничего подобного нашей команде проходить не приходилось, поэтому требовалась тщательная разведка и принятие взвешенного решения. По итогам уже предварительного осмотра и адекватной оценки предлагаемых условий с учетом возможностей группы, для меня было понятно, что нашим составом проходить водопадный просто неразумно. Обнос двойки был очевиден. А что с 4-кой? В целом судно рассчитано на такие препятствия. Уровень воды приемлемый и можно рискнуть, но крайне важно организовать надежную страховку с берега, что представляло наибольшую сложность. В каньон порога практически нет спуска, за исключением точек, куда можно бросить веревки. Страховка 4-ки силами оставшихся 2 участников просто неэффективна. В случае оверкилля вероятность вылова всех членов экипажа вместе с судном равна 0. В условиях автономии и отсутствия быстрой помощи идти препятствия такого уровня практически без страховки запрещено правилами техники водного туризма. Поэтому было принято решение обноса обоих катамаранов всех 4 ступеней порога водопадной. Полное прохождение реки Уды, включая Нижний каньон и порог водопадной, было совершено относительно недавно, группой Сергея Тоболина в 2001 году. Очень долгое время никому не удавалось пройти этот участок реки Уды. Думаю, что и на сегодняшний день этот порог, да и весь каньон в целом был успешно пройден единицами. В сети я нашел лишь единственную видеозапись успешного прохождения всех 4 ступеней водопадного порога, совершенной группой того же Тоболина, только уже в 2021 году. Катамараны 4-ки с увеличенным объемом берут водную преграду на грани фола, но проходят. Мощь воды и отвага экипажей впечатляет.
Сразу за 4-й ступенью водопадного есть отличная стоянка в Березовой роще. Здесь мы установили базовый лагерь, откуда должны были проводить глубокую разведку всего каньона и тропы обноса. От стоянки каньон тянется более 4 километров, на протяжении которых подходов к реке практически нет. Осмотр возможен только с высоты скал, выход на которые также затруднен из-за отсутствия тропы. Пришлось продираться через таежные заросли в поисках обзорных точек каждого порога, стараясь собрать максимальное количество информации по состоянию препятствий. В целом все было проходимо. Пороги Ключ, Зигзаг, Башмак и Лоток решили осматривать дополнительно во время прохождения, так как с большой высоты сложно оценить реальную ситуацию на воде. Заранее наметили точки остановок перед порогами. Еще при планировании похода было понятно, что катамаран-двойку придется обносить этот участок, но низкая вода сделала пороги доступны и для этого судна. Смущал только последний порог Лоток в конце каньона. Препятствие 6-й категории сложности, водопадного типа, в узком скальном горле без возможности обноса. Если даже двойка дойдет до него, то вероятность оверкиля здесь очень высокая. Сегодня все утро с Сашей Крикленко осматриваем каньон. Осмотр очень сложный, потому что подходов как таковых нет. Лезть нужно через тайгу. Пороги серьезные, но их мы уже пойдем. Решили обнести только 4 ступени водопадного. Остальное пойдем на 4. В принципе, все проходимо. Сейчас, наконец-то, нашли тропу обноса вещей. Очень долго ее искали. Тоже мучительно лазили по тайге. Оказалось, что тропа очень четкая, видимая. В общем, приняли решение обноса всех вещей в конец каньона и двойки. Решили, что все-таки для них будет в некоторых местах опасно проходить нижнюю часть каньона. Решили не рисковать. Поэтому взяли катамаран, взяли вещички и идем. По горам, по долам. Плывет по горам, разбор, отдельно каждый баллон. Горно-сплавной туризм у нас. Первый раз такое, да. Классика водного туризма. Не умеешь отгребать, обноси. На следующий день нам предстояло пройти каньон на 4. Наступала кульминация похода. Самый сложный участок не только этой реки, но и в нашей практике. Экипаж двойки отправили в обход к вещам. Когда мы войдем в каньон, помочь они нам все равно не смогут. Рассчитывать будем только на свои силы. Сразу за 4-й ступенью водопадного находится 6-рочный порог крокодилы. Основной поток сливается между двух валунов, напоминающих торчащие из воды морды речных рептилий. Самый мощный центральный слив, более 2 метров, по нашей воде вполне проходимый. Ключ к успеху – точный заход в нужную струю. За сливом поток устремляется к правому берегу, где идет навал на огромный камень, от которого нужно будет выгребать на выходной слив. Абсолютно ничего криминального, и в качестве разминки очень комфортное препятствие. Все, вот идем вот так. Левее. Погоди, не надо левее. Вот через эти камешки. Давай. Чуть вперед. Теперь правее. Правее. Правее разгоняем. Разгоняем. Равняй. Вот так. Вперед. Вот отлично. Опа. Ладно, зацеп. Вот так. Все вперед.
Отлично, мужики! Вперед, вперед, вперед! Вперед грибанули! Вперед грибанули! Вперед! Паша, табан! По нашей воде, на мой взгляд, крокодилы до 6 категории не дотягивали. Основной слив не представлял большой опасности. Прижим в потоке контролируемый, а препятствие в целом вполне проходимо на 2. Дальше нас ожидал порог Ключ, тоже 6 категории. И это была уже очень серьезная преграда. При просмотре видеоматериалов других групп именно Ключ вызывал у меня наибольшие опасения. Сложный заход через слив с бочкой и прижим к скале левого берега, после чего 3-метровый водопад с опасным пенным котлом, выбивающим задних гребцов. Этот порог мы планировали смотреть дополнительно и при возникновении каких-либо сомнений обнести его по камням правого берега. Страховать нас было некому, поэтому степень риска нужно было оценивать трезво. Осмотр не вызвал никаких сомнений. Поток мощный, но для нашего судна не критичный. Наметив траекторию движения, экипаж пошел на штурм водной преграды. Прыгаем! Равняй! Вот, отлично! Отлично, здесь спокойно! Раз! Пойдем зацеп! 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 Разгоняй! Разгоняй ее! Разгоняй! Разгоняй! Оп! Ага! Держимся! Так, всплыло! Вулова! Успешное прохождение одного из самых сложных порогов добавило нам уверенности. Ключ прошли по классическому сценарию с вымыванием заднего правого гребца, что является стандартом на этом пороге. Впереди сидящие проскакивают пенный котел, а задние проваливаются в бурлящую пену, и кого-то просто вымывает боковой струей. В нашем случае повезло Саше Крикленко. Следом шел порог прямой. В техническом плане проще Ключа, поэтому проходили по памяти, без дополнительного осмотра. В главном сливе проглядели большой обливник и налетели на него левым бортом. Благодаря размерам и устойчивости судна эта ошибка обошлась без последствий. Разгоняемся! Сейчас за камнем! За камнем будем направо! Следующее препятствие запомнилось оригинальным сливом на правом повороте с чашеобразной плиты, напоминающей аттракцион центрифуга в аквапарках. Сразу за ним струя резко поворачивала налево, куда нам не удалось уйти, и нас вынесло в улово правого берега. Выйти обратно на поток было непросто. Мощным давлением воды катамаран загонял обратно, но после нескольких попыток все же удалось вырваться из плена. Налево работай! Камней вроде нет, все чисто. Вскоре мы подошли к порогу зигзаг. Мощный прижим и несколько бочек в русле требовали дополнительного осмотра. Безусловно, по нашей низкой воде сила потока снизилась, но все проходы стали очень узкими. В условиях, когда тебя со всех сторон зажимают скальные стены, необходимо точно выполнять маневры, выдерживая намеченную траекторию. Всему экипажу нужно быть предельно собранным и готовым удержать катамаран на основной струе. За сливом направо! Направо! Один зацеп! Все, Ваня, готовься! Готовься! Все вперед! Все вперед! Отгребаем от прижима! Все вперед! Все вместе! Все вместе! Так, преодолевая препятствия одно за другим, нам осталось пройти два последних, но сложных порога. Башмак 5 категории и лоток 6. Оба требовали дополнительной разведки.
башмак удалось посмотреть со скал левого берега. Так же, как и в зигзаге, поток идет по левой стороне реки с навалом на отвесный скальный бастион. Идем спокойно, равняем. Равняем по струе. Все погребли вперед, вперед. Вперед, вперед, вперед. В основной части расположен правый поворот с пенными котлами и мощнейшим прижимом к вертикальной стене, в конце которой 2-метровый слив и поворот под 90 градусов налево. Очень опасный и технически сложный порог. Влетев на скорости в последний слив, нам не удалось развернуть судно влево и выйти из него по струе. Пытаясь обратным гребком направить катамаран по нужной траектории, мое весло провалилось в водно-воздушную смесь, и получился холостой гребок. Катамаран даже на сантиметр не двинулся в нужном направлении и на полном ходу врезался в правый берег. Мы снова оказались зажатой рекой, только теперь по бокам от нас торчали камни, не дававшие пространства для маневров, а сзади давил свирепый, вырвавшийся из-под скалы поток. Минут 15 мы пытались вернуть судно на струю, но все усилия были бесполезными. Тогда мы решили протащить катамаран чуть выше правого камня, в соседнее улово, и оттуда сделать попытку. Маневр удался. Мы вырвались из лап водной стихии и оказались внутри узкого коридора каньонных стен. Впереди нас ожидал лоток, представляющий 4-метровый слив, перегораживающий реку с большим обливным валуном по центру. Выйдя из-за поворота, мы поняли, что уже попали в струю, стремительно засасывающую нас в порог, а правое улово, в которое нужно было встать для осмотра, мы уже пропустили. Уходить с разгонной струи было поздно, и я дал команду идти вперед, не понимая до конца, по какой траектории. Да, мы кильнулись на пороге лоток, но все нормально. Выплыли, катамаран перевернули, все цело. Неудачно зашли. Осмотр, тот, который мы провели со скалы, конечно, со скалы и в реальной с воды совсем разные вещи. Но все целы. Сейчас идем к нашей двойке, которая ждет нас ниже. Мы ее вчера обносили. В точке встречи с остальными членами команды мы решили заночевать, так как уже было поздно куда-то идти. Нужно было осмыслить произошедшее, просушиться и провести ревизию катамарана «четверки» после всех выпавших на его долю испытаний. Серьезных повреждений не было, но кое-какие элементы пострадали. Перебитую веревку рамы я заметил еще до переворота. При детальном осмотре стало понятно, что рама тоже повреждена. Торец поперечной трубы смяло и деформировала трубу левого борта, в результате чего она лопнула вместе соединения с поперечной. Это последствия столкновения со скалой, когда мы не выгребли от прижима на башмаке. Могло достаться и мне, но катамаран принял основной удар. А сейчас давайте вернемся на порог лоток и попробуем разобраться, что стало причиной переворота. Однозначно отсутствие четкого плана прохождения препятствия и полного понимания движения потока. Как ни странно, низкая вода сыграла с нами тоже плохую шутку. Вдоль правого берега открылась гряда камней и вынуждала нас держаться середины, в результате чего мы угодили в поток, который начал сносить катамаран к левому берегу. По кадрам 2021 года видно, что при более высоком уровне реки правая струя чистая, и именно по ней нужно осуществлять выход на основной слив.
нас же вынесло на обливной камень, где произошел крен на левый борт и моментальный переворот. После каньона Уда успокаивается и течет по широкой долине среди горных хребтов. Здесь расположен главный тафаларский поселок – Алыкджер. Это единственный населенный пункт на нашем маршруте. Небольшой оплот цивилизации посреди Саянской тайги. По большому счету, это все еще очень удаленная точка. Сообщение с поселком в летнее время осуществляется только по воздуху, вертолетом. До Нижнеудинска отсюда по реке порядка 300 километров. Существует зимник, большая часть которого проходит по руслу Уды, поэтому использовать его можно только когда встает лед. В поселке проживает около 600 человек. Как говорят, чистокровных тафаларов почти не осталось. Люди живут собственным хозяйством и в основном охотой. Добыча пушнины традиционно является основным источником дохода для местных. При этом современные блага цивилизации дошли и до этих отдаленных мест. В поселке есть интернет, проведена телефонная связь между домами и есть бесплатный телефон-автомат для связи с большой землей. Электричество вырабатывается дизель-генератором. Также в Алыкджере построена защитная дамба со стороны реки длиной 3,5 километра. В 2019 году поселок сильно пострадал от наводнения, через год после которого было возведено это защитное сооружение. Для подавляющего большинства туристов, отправляющихся на сплав по Уде, маршрут начинается именно в Алыкджере. Отсюда можно за 6-7 дней не спеша дойти до Нижнеудинска. Для нас же наступал заключительный этап экспедиции. Основные трудности остались позади, подарив большую порцию эмоций и приключений. Несмотря на то, что Уда в нижнем течении имеет все отличительные черты горной реки с порогами до 4-й категории сложности, мы наконец-то могли позволить себе немного расслабиться и наслаждаться великолепными видами Тафаларии, предвкушая скорое окончание похода и возвращение домой. В нижнем течении Уда удивительно живописна. Пейзажи превзошли все наши ожидания. Каждый поворот реки открывал величественную картину, созданную природой. Могучие каменные утесы и гранитные стены вставали над руслом. Мы покидали Тафаларию. Наше знакомство с этим труднодоступным районом Саян подходило к завершению. Посещение подобных мест всегда сопряжено с большими трудностями и рисками, но именно своей недоступностью они так притягивают к себе людей, стремящихся познать не только мир окружающий, но и свой внутренний. Отправляясь в экспедицию, мы добровольно обрекаем себя на тяжелые испытания, вступая в неравный спор со стихиями и силами природы, но только ради того, чтобы в очередной раз выйти за рамки повседневности и распахнуть перед собой двери еще одной загадочной и недоступной земли, имя которой — Тафалария.